Всем привет с Марией. Сегодня мы начинаем перевод и разбор первой серии из такой скетчевой серии, комедийной серии, которая имеет название Compton Man by the Doctor. Немного расскажу о названии. Compton Man by the Doctor – это такое анекдотическое название и указывает на то, что любая анекдотическая ситуация начинается с фразы «приходит мужчина к врачу». Compton Man by the Doctor. И мы знаем, о чем обычно мужчины рассказывают, и вообще в контексте голландского юмора, который довольно сильно ниже пояса. Поэтому вот считается, что фраза «приходит мужчина к врачу» говорит о том, что это начало какой-то анекдотической ситуации. Да? Поэтому это комическое шоу, где есть серии со скетчами, оно так называется. И сегодня мы начнем рассматривать первую серию, она очень коротенькая. Сразу предупреждаю, что эта вся серия Compton Man by the Doctor, почти все фильмы оттуда это 18+, и я поэтому буду делать указания, когда буду делать разбор как раз на то, что это 18+ для взрослых. Но сегодняшняя серия, она абсолютно подходит и для детей, и даже, наверное, им полезно будет эту серию посмотреть. Поэтому мы начнем с нее. Она очень коротенькая. Какая у нас будет структура наших этих видеоуроков? Сначала я полностью показываю вам видео, потом я его перевожу, а затем мы делаем разбор с моими выписками грамматических и идиоматических выражений. То есть как бы у нас будет 3 части видео составного. Сами видео поэтому будут недолгие, потому что у нас достаточно много времени займет их разбор. Ну что, поехали? Просто смотрите. Meneer? Meneer? Hallo. Hoi. Heeft u al plannen voor vandaag? Zou u met mij mee willen gaan? Stapt u maar uit, hoor. Oh, ja. Komt u maar. Ja. Wacht u hier even. Ja. Ben ik zo bij u terug. Oh, ja, ja, ja. Kijk, jongens. Hey. Dat is wat er met jullie gebeurt als je je huiswerk niet maakt. Ja? Hop, hop. Вот такой у нас голландский юмор, достаточно жесткий, к нему нужно привыкнуть. И давайте мы посмотрим, сначала займемся переводом. Я перемотаю назад. Кстати, вот такое интересное слово. Ontgrendelingspipjes. Это когда на машине, да. Ontgrendelen – это раскрывать, убирать с замка. Пипье – это пип-пип. Вот. Поэтому это сложное слово тоже можно заучить. Ontgrendelingspipje. Снятие сигнализации. Итак, сейчас занимаемся только переводом. Последняя часть у нас будет про грамматику. Meneer? Meneer?
Hallo. Hoi. Heeft u al plannen voor vandaag? Здесь я остановлюсь, чуть-чуть перемотаю, чтобы вам был видно текст. Женщина говорит «Meneer, meneer», господин, господин, привет, привет. Есть ли у вас уже планы на сегодня? Heeft u al plannen voor vandaag? Zou u met mij mee willen gaan? Не хотели ли бы вы, не желали ли бы вы поехать со мной сегодня? Ну, сегодня у нас нету здесь, не хотели бы ли вы поехать со мной? Gaan. Я чуть-чуть перемотаю. Stapt u maar uit hoor. Oh, ja. Stapt u maar uit hoor. О, я. Ну, давайте-ка выходите. Да-да. Komt u maar. Ja. Komt u maar. Проходите, заходите же. Dus я тоже Wacht u перемотаю. hier even. Ja. Ben ik zo bij u terug. Oh, ja. Тоже перемотаю. Wacht u hier even, dan ben ik zo bij u terug. Подождите-ка здесь. Подождите недолго здесь. И я к вам обратно возвращусь. Ja. Ben ik zo bij u terug. Oh, ja, ja, ja. Давайте тоже тут немножко перемотаю. Kijk jongens. Hey. Посмотрите, ребята. Dat is wat er met jullie gebeurt als je je huiswerk niet maakt. Ja? Это то, что с вами случится, если вы не будете делать вашу домашнюю работу. Да? Ну все. Чок-чок. Hop. Это был перевод. Давайте теперь посмотрим на грамматику. Несмотря на то, что очень маленький фрагмент, у нас очень важная здесь грамматика, такая очень типичная для нидерландского. Начнем с самого начала. Давайте посмотрим на приветствие. Приветствие «Hoi», «Hello». Это неформальное приветствие, которое подходит для друзей, для людей ниже по статусу или для детей. То есть это абсолютно неформальное. Хотя голландцы достаточно неформальные в своем социальном общении, я бы «Hoi» не всем говорила, «Hello» можно. Далее обратите внимание на именно произношение слова «господин». Его всегда путают по произношению со словом «способ». Я вам даже постаралась затранскрибировать эти два слова на русском языке. Они пишутся по-разному, но практически все говорят их неправильно. Итак, слово «способ» произносится как «manier», «manier», а «господин» как «meneer», «meneer», «manier», «meneer». Можно потренироваться дома, чтобы не ошибаться. Следующий у нас это вопрос. Самое главное для того, кто начинает изучать язык или продолжает изучать его, мы знаем, что самое главное для голландского языка, так как нет падежей, это структура. Структура предложения практически неизменяемая, да, то есть это стопроцентное правило. Поэтому, когда мы задаем вопрос, который подразумевает «да» или «нет», то есть вопросы закрытого типа, они всегда начинаются с глаголов. Мы не можем, как в русском языке, просто сменить интонацию и задать вопрос. Поэтому мы смотрим, что у нас вот есть глагол hebt, имеете, вы, ü, это вежливая форма, как у нас вы с большой буквы, al уже, plannen, планы, for vandaag, на сегодня. Hebt u al plannen voor vandaag? Начинаем с глагола, потом у нас подлежащее, все всегда строго, это всегда так, и потом все остальное. Следующий вопрос. Zou u met mij mee willen gaan? Очень интересный вопрос. Не желаете ли вы поехать со мной, так как он у нас вот так переводился, да? Но у него
очень-очень сложная структура. Для начала, конечно, для начинающих. Посмотрите, первое, то, что вы должны запомнить, это если у нас несколько глаголов в вопросительном предложении, то первый глагол у нас в начале, ну, то же самое, как и в прошлом предложении, да, то есть мы начинаем вопрос с глагола, если это глагол закрытого типа, да, то есть да или нет. А дальше у нас еще есть два глагола. Так вот, мы знаем в голландском языке, что если у нас в предложении, в вопросительном или в главном утвердительном несколько глаголов, первый встает на свое место, вот на первое, или если это утвердительное предложение, то на второе, остальные глаголы идут в инфинитиве и всегда в конец. То есть они закрывают предложение, в данном случае вопросительное. И обратите внимание, там оба глагола у нас в форме инфинитива. Для тех, кто забыл, инфинитив – это форма слова, которую вы найдете в словаре. Она, кстати, случайно в голландском языке еще совпадает с формой множественного числа. Дальше мы смотрим, что такое zou, вообще откуда оно взялось. Zou – это у нас модальный глагол, мало того, он еще и условный, то есть он всегда выражает какие-то условные наклонения. А еще этот глагол zou довольно на быстром этапе изучения, вас с ним знакомят, и мы его используем для того, чтобы формировать очень вежливые предложения. Они сравнимы с голландским, например, would you like. Вот для этого нам нужен этот zou. И как строятся такие вежливые предложения или вежливые вопросительные предложения, это глагол zouden в нужной нам форме, модальный глагол, в данном случае это глагол willen, и смысловой глагол, в данном случае у нас глагол may gaan. Так вот, глагол zouden, он по функции в предложении является глаголом, но по переводу он не является глаголом, мы его вообще никак не переводим. Мы его переводим в русском ли или бы, или и бы в одном и том же предложении. Да. Поэтому сам перевод этого предложения звучит так. Zou мы не переводим. U met mij, вы со мной. Met – это предлог с. Willen – модальный глагол желать. И meegaan – тоже со мной. Идти совместно куда-либо. Meegaan – это идти совместно куда-либо. То есть получается, не желали ли бы вы пойти со мной. Вот такая интересная структура. Ну, в данном случае пойти или поехать, да. Что у нас еще здесь интересного? Это разделительные глаголы. Да, мы сегодня поговорим немножко о разделительных глаголах. Для иностранцев, наверное, это самая главная боль, потому что на начальном этапе вам нужно, я не говорю про то, что нам нужно привыкнуть и автоматизировать, узнавать их и говорить их, да, воспроизводить. Самое главное научиться их узнавать в предложении. Вот, например, у нас глагол meegaan. Если вы посмотрите на начало, на саму структуру предложения, да, вопроса, так как глагол у нас разделительный, он имеет привычку, когда он идет в комбинации с какими-то там словами, например, с модальными глаголами, он взял и разбежался. Да, то есть инфинитив глагола meegaan, а между префиксом и основной частью влез вот этот вот модальный глагол. То есть вам недостаточно просто в словаре найти глагол gaan. Вам нужно meegaan, чтобы перевести это предложение. Да, это самое сложное для иностранцев. То есть вы должны эти структуры узнавать, чтобы потом научиться их использовать. Далее, женщина на протяжении всего фильма использует императив, то есть повелительное наклонение. Кто забыл, что такое повелительное наклонение? Это «встань, сядь, пойди, принеси». Голландцы тоже очень часто используют повелительное наклонение, особенно когда они дают какую-то инструкцию, разговаривают с детьми или с людьми, которые ниже их по статусу, или какая-то очень неформальная обстановка. Но просто встань, просто сядь, просто принеси считается очень невежливым, поэтому они изобрели заменитель «пожалуйста».
это слово maar. Maar имеет много функций, но сегодня мы остановимся вот именно на этом, чтобы не сбиваться. Поэтому stap u maar uit обозначает здесь, пожалуйста, выходите. Ну или maar еще переводится как ка, да, выходите-ка. Дальше мы здесь смотрим, здесь у нас опять проблема разделительных глаголов. Нам нужно их узнавать, да. Мы знаем, что у нас разделительный глагол все время пытается разделиться. И вот здесь тоже. Если вы видите какую-то праздно шатающуюся приставку, да, или предлог, который вы не знаете, к чему его надо, и он еще встал в конце, к чему его тут, так, как говорится, присобачить, то 99% вам нужно эту праздно шатающийся предлог поставить к глаголу. Он, скорее всего, принадлежит ему. Вот в данном случае у нас действительно глагол, словарная форма его uitstappen, выходить из транспорта. И в предложении он взял и разлетелся. Поэтому выходите, пожалуйста. И у нас еще здесь слово паразит or. Слово паразит этот очень частый, его можно не использовать, но он делает речь более нативным. И or это тоже, по большей части он не переводится, это просто усиление утверждения или усиление отрицания. Или переводится как же, или, например, как к, да. И вот здесь в данном случае можно сказать, ну, выходите-ка уже, пожалуйста, из машины. Далее у нас будет предложение, когда вот мужчина зашел, kommt u maar, вернее, вышел из машины и заходит, вот она нетерпеливо опять в императиве говорит kommt u maar. Несмотря на то, что она продолжает использовать вежливую форму местоимения «вы», тем не менее императив, который говорит о том, что она к нему не очень уважительно относится, но тем не менее автоматически применяет maar, чтобы совсем не звучала эта форма, как для собаки, да. Kommt u maar, заходите же, пожалуйста. Дальше у нас была фраза wacht u maar even. Давайте мы ее запомним, чтобы вы не сбивались. Wacht u maar even. Или, по-моему, даже там без maar было, ну, неважно. Wacht u maar even. Подождите, пожалуйста. Даже было так вот. Wacht u maar hier even. Вот. Тоже мы смотрим, она продолжает употреблять императивы, да, то есть обратите внимание, что императивы в голландском, то есть вот такое прямое обращение, повелительное наклонение, очень употребительное в неформальной речи. Подождите, в кавычках, пожалуйста, здесь. Even у нас специальное слово, которое обозначает по-быстрому, да, одна нога тут, другая здесь. Если even здесь убрать из этого предложения, то непонятно, как долго будет процесс ожидания. А even это по-быстрому. Например, когда я на паузе и хочу пойти купить салат себе, быстро поесть, а пауза у меня короткая, я говорю ik ga even naar de winkel. Ik ga even naar de winkel. То есть одна нога тут, другая здесь. Дальше мы продолжаем смотреть на наше предложение. И у нас есть вопрос инверсии, да, вопрос инверсии. Я сейчас напомню вам, в каком это предложении было. Вот оно. Вот у нас предложение. Wacht u hier even. Ja. Ben ik zo bij u terug. Oh ja. Wacht u maar hier even. Вот как раз мы его сейчас разобрали, да. Dan ben ik zo bij u terug. Wacht u hier even, даже maar она не стала использовать. Dan ben ik zo bij u terug. Давайте посмотрим, о чем я имею в виду про инверсию. Давайте я его вот здесь вот еще раз его напишу, чтобы вы понимали, о чем я веду речь. Так, wacht u, уберем maar здесь, чтобы оно не было. Even. Dan ben ik
zo bij u terug. Подождите. Здесь, минуточку, да, подождите недолго здесь. Dan ben ik zo bij u terug. Обратите внимание, у нас два главных предложения, да, и у нас есть понятие порядка слов, да, вот порядок слов это святое, если вы будете сдавать экзамен, то на экзамене вас будут проверять именно знаете ли вы нидерландский порядок слов. Давайте мы немножко вернемся к базе и посмотрим, что я имею в виду. У нас есть обычный порядок слов, когда на первом месте подлежащее и второе место для глагола. Например, Ik ga morgen naar de winkel. Ik, я пойду, вот, пожалуйста, обычный порядок слов. Инверсия – это когда у нас на первое место встает что-то другое, не подлежащее. Глагол продолжает стоять на втором месте, а подлежащее забегает как бы за него, встает на третье место. Правило очень простое, но для иностранцев это дикий кошмар, потому что, зная это правило, его практически никто не соблюдает. По одной простой причине, что в нашем языке этого нет. У нас есть понятие инверсии, но нам она не нужна. Поэтому вам нужно этот процесс автоматизировать, потому что для голландцев это важно. И мы смотрим на вот это вот предложение, которое было. То есть первое предложение wacht u hier even, главное предложение, да еще в императиве. Потом у нас запятая. Следующее предложение начинается с dan. Dan – это союз тогда или так, таким образом. Мы, то есть на первое место что-то уже поставили. И у нас что? У нас здесь на втором месте обязательно должен встать глагол, и только на третьем месте подлежащее. Ну, еще посмотрите, by переводится чаще всего с голландского как предлог у, при и к, а terug это обратно. То есть и тогда я быстренько к вам вернусь. Вот так у нас это будет выглядеть и звучать. И последнее у нас предложение, когда детишки пришли, мама говорит: Dat gebeurt met jullie als je je huiswerk niet maakt. Dat gebeurt met jullie als je je huiswerk niet maakt. Тоже это больше уже для продвинутых разбор, это где-то конец А2. И все B1 мы занимаемся вот такого типа предложениями, где у нас две, скажем так, проблемы для иностранцев. Первое – это слово зачем оно многие долго не понимают. И второе – это когда у нас появляются придаточные предложения. Придаточные предложения – это предложения с союзами потому что, если, когда, в то время как и так далее. Так вот, в придаточном предложении совершенно другая структура, не такая, как в главном предложении. Если в главном предложении, мы смотрели об этом выше, у нас глагол обязательно на втором месте, первый глагол на втором месте, потом все остальные глаголы, если они есть, они становятся в конце в инфинитиве, а вот в придаточном предложении, да, и как вы это определяете, по союзу, например, союз «если» в русском языке тоже выражает придаточное предложение. Так вот, в этом случае у нас все глаголы уходят в конец, вот все без исключения. Если их много, они просто редком встают сзади. Я вам специально это выразила красным цветом, чтобы вам было более наглядно. А также у нас есть словечко маленькое слово. Без него очень сложно говорить на голландском. У него 5 функций в предложении. И оно является замещающим словом, и замещает оно разные вещи. В данном случае замещает здесь неопределенный объект. Да? Что такое неопределенный объект в русском? Вот смотрите, если мы переводим это предложение, и это случится с вами, да, у нас здесь нету объекта, да, он не определен. Это можно с английским сравнить, как there are, there is.
Вот здесь тоже. И вот этот неопределенный объект, нам нужно для этого R. В русском языке он чаще всего не переводится. Очень часто R является частью безличных предложений, да, а если еще посмотреть поглубже, что такое on the part, on the verb, это когда, например, у нас говорят, какое-то письмо лежит на столе. По-голландски будет это ligt een brief op de tafel. То есть какое-то письмо. Как это выразить? В голландском вот мы выражаем это все через R. Но вообще R это сложная тема, мы ее проходим на курсах. У меня в Instagram есть целый сборник всех этих 5 функций R. И обычно в любом учебнике его с А2, Б1, с конца А2 с Б1 изучают очень подробно. Так, за один раз его, если вы только начали язык, конечно, его не выучишь. Так что вот это то, что мы сегодня разобрали. Да, еще обратите внимание, что у нас есть такое понятие, как редуцированные формы местоимений. Вот у нас местоимение «ё», это «ты», да, причем здесь оно выступает в функции обобщающего местоимения. Не то, что ты, вот пальчиком указывают ты как конкретный человек, а ты как человек, да. Вот. Поэтому здесь у нас мы говорим, вот случится с тобой то, что ты, если ты не будешь делать домашнюю работу. И вот мы смотрим, что второе «е» – это не ошибка, а действительно 2 «е». Это редуцированная форма от притяжательного местоимения. Полная форма будет «яу» – твой, твоя домашняя работа, «яу huiswerk». Но в речи никто не употребляет вот эту полную форму, крайне редко, ее редуцируют до «ё», и поэтому это будет звучать как «als je je huiswerk niet maakt». Я думаю, что на сегодня мы закончим. Мы разобрали этот замечательный ролик, и надеюсь, что вам это помогло. PDF с моим объяснением я тоже прикреплю, вы можете его найти. Всего доброго и увидимся со следующим видео. И также будем разбирать голландскую речь нативов.